Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция. И сегодня у нас третий по счету обзор бытовой химии против нагара и жира. Сегодня у нас на обзоре две вот такие вот засаленные сковородки. На них жарили по 180 котлет в день, каждый день. Сегодня мы с тобой проверим всеми известный Азелит. Также протестируем средства против жира от Faberlic. Проверим всеми известный Amway и новомодную пасту Mystic. И нанесем средство Азелит на одну из сторон сковороды. На вторую часть сковородки мы нанесем вот такое вот средство для чистки духовок и плит, но также это антижир. И размажем с помощью щетки. Нанесем еще немного. Не будем экономить, мы же проверяем, насколько они действенны. А на вторую сковородку мы с тобой нанесем Amway. У Amway, кстати, у единственного есть своя кисточка для размазывания. Вот такого вот он, густого вида. И размажем. Кстати сказать, Азелит воняет довольно-таки сильно. И даже немного режет нос. Так, ну и на четвертую часть мы с вами нанесем вот такую вот пасту Mystic. Написано, что надо наносить обычной губкой на загрязненные поверхности. Возьмем вот столько и нанесем. Мы все наши 4 средства оставим киснуть на 30 минут. А также хочу напомнить, здесь у нас, вот тут, появится ссылочка на самый первый видос, где мы выбирали самое дешевое и действенное средство против жира. Так, ну и вот, дорогие друзья, прошло у нас с вами 35 минут. Наши сковородки постояли, пропитались. Сейчас мы их с тобой будем чистить и посмотрим, какое из этих 4 средств самое лучшее. А также очень советую посмотреть вот этот видос, здесь сейчас вылезет ссылочка. Там мы выбираем и тестируем бюджетные средства от нагара и жира. Там очень интересно. И попробуем оттереть сначала средство номер 1, это Азелит. Как он у нас тут с вами справился. Смотрите, сколько вот грязи слилось с этой сковороды. Но сказать, что он очистил все, это неправда. Что он очищает лучше, чем какие-то либо другие средства, я тоже не скажу. Очистил посредственно. Так, второе средство у нас Faberlic. Посмотрим, как справился он. Ну, пальцами ничего не оттирается. И сказать, что оно тоже хорошее, я не могу. Вот смотрите, ручку, где было не так много жира, очистила, в принципе, хорошо. Но если дочистить все вот эти вот краешки и оттереть. Давайте потрем еще здесь. И пока оставим. Так, это средство у нас номер 3, Amway. Он был довольно-таки густой. Посмотрите, здесь вот тоже. Какая-то часть жира, конечно, съелась. Давайте потрем и посмотрим. В комментариях писали, что такой вот жир можно легко оттереть губкой и теплой водой. Посмотрите, средство простояло полчаса. А жир как был, так и остался. Вот оно, все хваленое, рекламированное средство, которое ни хрена не справляется с застарелым и пригоревшим жиром. Теперь мы посмотрим средство номер 4, Mystic. Как справилась она. Но здесь я вам скажу, дорогие друзья, изменений вообще нет никаких. Она даже не изменила цвет. Если здесь, где был Азелит и Faberlic, эта штука приняла, естественно, серебряный цвет, то здесь не произошло ничего.
Теперь мы их с тобой обмоем в горячей воде и посмотрим, что у нас получилось. Ну и вот, дорогие друзья, что у нас с вами получилось. Эту сторону мы с вами чистили азолитом. Часть жира, конечно, съела и очистила, но основная масса сильно пригоревшего старого жира все равно осталась. Что делать с такими сковородками, я пока не знаю. Но, возможно, какое-то другое средство его возьмет. Здесь у нас с вами был Faberlic. Такая же самая ситуация. Но Faberlic не смог очистить даже вот этот вот тонкий слой жира. Здесь у нас с вами был Amway и средство Mystic. Здесь не очистился даже вот этот жир. Здесь также не очистились бока и сильно пригоревший жир. Mystic не справился совсем. То есть он не очистил даже частично жир, который был на этой сковородке. Вот он снимается пальцем. Вот, посмотрите. Mystic совсем не рекомендую к покупке. Полная херня. В комментариях все писали, что азолит средство номер 1 в чистке любых сковородок, жира, духовок и так далее. Не знаю, может быть, какие-то другие сковородки он очищает с большим успехом, чем наши, но с нашими он не справился. Съемка за кадром. Пытаемся очистить сковородку. Попробуем ее нагреть, а потом попробуем азолит на горячую. Вонище, конечно, неимоверное, но грязь отходит гораздо лучше, кстати. Смотрите, она прям сливается со сковородки. Оставим еще минут на 5 и посмотрим, что будет дальше. Дорогие друзья, сразу хочу извиниться за звук, так как мы уже все разобрали и теперь просто ради себя тестируем и пытаемся очистить эту сковородку. Смотрите. Мы ее нагрели паяльной лампой, и азолит начал свою работу. Вы посмотрите, он начал очищать, жир просто отходит. Сейчас мы проведем данную операцию еще раз. Единственная проблема, что эта сковорода алюминиевая, а у нас индукционная плита. Нагреть на плите мы ее не можем, так что используем то, что используем. Погнали! Посмотрите. Я думаю, вам уже полностью понятно, что это не оттереть ни тряпочкой, ни горячей водой. Посмотрите, насколько уже изменилось все. Это мы 2 раза ее нагревали и чистили. Появился уже родной цвет краски. Здесь, конечно, еще не все очистилось. Но это уже все отходит. Сейчас мы в 3-й раз ее нагреем и попробуем еще раз залить азолитом. Вот такой вот интересный эксперимент у нас с вами получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И увидимся в следующих экспериментах. Пока.